передачу помазания, то есть это не может быть просто, ну, каким-то таким знаком. Почему? Потому что масло, оно наполняло как бы минору. Минора должна была гореть постоянно, да, то есть это символ вечного присутствия Божьего. На днях я узнала, что масло – это душа, то есть это поменяны местами буквы, и получается слово «нешама», «шемен», да, слышно, что это 3 буквы одинаковые, «нешеме», «шемене», да, то есть как бы те же самые буквы. Перестановки букв в алфавите, ну как бы в слове на иврите смысл не меняется, поэтому масло – это как душа. Если масло – это как душа, и народу Израиля было повелено во все времена, всегда, приносить в жертву масло в храм, причем масло первого отжима. И вот смотри, первая заповедь, Бог говорит: Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи, да? Как поклоняйся? Всем сердцем твоим, всей душою твоей, то есть всем твоим маслом, всем твоим лучшим, что ты можешь отдать, да, то есть туда отдай. Вот и интересно, что они должны были, это как бы пожертвование вообще, когда собирается, оно приносится, ну, если что-то большое, какой-то проект, давайте пожертвуем, давайте там то, и можно с энтузиазмом дать. А он говорит, что это вы можете делать по расположению сердца, но масло вы обязаны приносить во все времена, пока есть храм, пока есть минора или пока есть символ его проявленного присутствия, да, потому что не было другого источника света в храме. И пока минора горит, то Бог как бы правит над Израилем. Когда минора гаснет, его правление заканчивается. Почему, когда Хануку празднуют, почему первое, что сделали, ни жертвенник очистили, ни храм отстроили, ни какие-то вещи, ничего. Они просто берут маленькое количество масла и поджигают светильник для того, чтобы провозгласить: в Израиле Бог царствует, Он вернулся. Несмотря на то, что его хватит на один день, это тупо зажигать, да, то есть и потом тоже на оскверненной миноре, в оскверненном храме, рядом со оскверненным жертвенником, где приносили в жертву свиней. Вообще, какая логика? Богу должно было быть это мерзко, да, но получается, что масло, оно выше силы крови, силы освящения даже освященных предметов, которые должны были быть освящены в храме. То есть это очень интересный момент. И вот масло, минора, и да, помнишь, в Откровении есть... Два свидетеля тоже наполненные елеем, с Захарией они перекликаются. И получается, что вот христиане, да, иудеи, так грубо говоря, ну там по-другому чуть, ну грубо, христиане и иудеи, они свидетели до края земли о том, что Бог есть. Однозначно, учитывая, что это душа. Да. Учитывая, что это душа, это вообще совершенно другой колор. То есть на что Бог претендует? Он хочет твою душу. Он хочет твое самое лучшее для того, чтобы его присутствие горело. И теперь смотри, чтобы его присутствие в тебе горело, тебе нужно всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, устами твоими соединиться, и тогда его присутствие будет нарастать. И это то, что ему нравится, это то, что он хочет себе в жертву постоянно. И если ты хочешь, чтобы его присутствие сопровождало вот единство вот этого внутреннего, то есть вся твоя душа, состоящая из всех своих элементов, она должна принадлежать ему. Для меня это вау. То есть я когда это как-то вот на днях размыслила об этом, я пришла к выводу, что это просто круто.